So I'm going to talk about a very high-level topic today. Christina said Russians are incredibly intelligent people, so go really advanced. Я сегодня поговорю об очень высокоуровневых вещах. Кристина мне сказала, что русские люди – это очень хорошие интеллектуалы, поэтому я буду говорить о реально продвинутых темах. As I was sitting in that room, answering questions from people on personal growth, I noticed that a lot of people in our Mindvalley community want to understand not just where they are growing, but where the world is growing. Когда я вот только что отвечала на вопросы в англоговорящей группе, я заметил, что достаточно большое количество людей из нашего сообщества Mindvalley, они задаются вопросом не только личностного роста, они хотят именно понять, в какую сторону развивается мир. And that's really exciting for me because one of the things that we are most excited about at Mindvalley is not just experimenting with the growth of the individual, but the growth of the community, the tribe, the country, a group of people. И для меня это очень интересно, это, в общем, волнующая тема, потому что мы в Mindvalley, мы сосредоточены не только на личностном росте человека как отдельно взятого индивида, а и на том, чтобы росло все сообщество. So let me tell you why that's important to us. That is Eve. Eve is mine and Christina's daughter. Давайте я поясню, почему это для нас так важно. Вот вы видите на этой фотографии, это Ив, это наша дочка, моя и Кристины. Now Eve is a really tough girl. She doesn't want to grow up to be a princess. She wants to grow up to be a warrior. Она очень сложный ребенок. Она совершенно не хочет вырасти и быть принцессой, она хочет быть воительницей. Lately, I've wondered if the world that Eve is going to end up living in is going to be the world that she and all of our children really deserve. И я задался вопросом, а вот тот мир, в котором она будет жить, когда она вырастет, действительно ли это будет тот мир, которого заслуживает она, которого заслуживают все наши дети? And if you read the news today, you will maybe understand why. Если вы почитаете новости сегодня, может быть, вы поймете, почему. We have global warming causing 3 back-to-back hurricanes, which have completely destroyed many Caribbean countries. У нас наблюдается глобальное потепление, и вот сейчас в результате этого феномена один за другим 3 урагана разрушили большое количество стран в Карибском заливе. We have a madman in North Korea threatening the world with nuclear weapons. У нас есть сумасшедший в Северной Корее, который угрожает миру ядерной войной. We have an America that made a reality TV star their president. У нас такая вот Америка, которая в качестве президента выбрала участника реалити-шоу. And their country is now being torn apart. И есть страны, которые сейчас раздирают конфликты. So I wonder, what do we need to do as human beings so that we aren't just growing ourselves, but we are also improving our world for our children? Поэтому я задаюсь вопросом, что мы должны делать, мы как люди, чтобы не только расти самим, но чтобы обеспечить следующим поколениям лучший мир. See, we often think personal growth is about becoming the best version of yourself for that future man or woman that you're going to be. Потому что мы очень часто считаем, что личностный рост – это фактически возможность стать наилучшей версией самого себя, чтобы стать вот тем мужчиной или той женщиной, которой ты когда-то можешь быть. But that is so basic. It's kindergarten personal growth. Но на самом деле это очень базовое представление, это такой детсадовский личностный рост. See, the real question is, how can we be the best version of ourselves so we end up being good ancestors to the generations that will follow us? Фактически вопрос в том, как нам вырасти так, чтобы мы стали хорошими предками для тех поколений, которые последуют за нами. And when you understand that your life is not just about becoming successful in your life, but about you ensuring that the earth that you give your kids is going to be the earth they deserve, now you truly get personal growth. Потому что вот именно в тот момент, когда вы поймете, что ваш личностный рост – это не только вырасти самому, но это передать вашим детям вот ту землю, которую они заслуживают иметь, на которой они заслуживают жить. Вот это на самом деле действительно настоящий уровень личностного роста. So for the longest time since World War II, right, we were told that this is what matters.
И в течение многих лет после Второй мировой войны мы слышали, что вот что нам нужно для успеха в обществе. You had to be an entrepreneur. You have to have a high title. It was about the money in your bank account. Скорее всего, нужно быть предпринимателем, нужно, чтобы у вас была хорошая должность и хороший увесистый банковский счет. And you can see that, okay, maybe that mattered to our generation. Is this really what is going to make us happy? Is this really what's going to make us good ancestors? Но на самом деле, давайте спросим себя, действительно ли это то, что сделает нас счастливыми? Действительно ли это то, что позволит нам быть хорошими предками для наших потомков? I think that if you really want to be extraordinary, you should care about that, but you also got to add one more dimension to your being. And that dimension is you must live life committed to making the world better. Я считаю, что, конечно же, все это важно. Однако необходим еще один аспект, еще один аспект для развития личности. Нужно поставить перед собой задачу сделать и сам мир лучше. So that's what we're going to talk about in this presentation. It's about how to go from personal growth to collective growth. Именно об этом мы и поговорим в этой презентации, как перейти от личного роста к коллективному росту. How can we do this in such a way where we, because of your life, you leave the planet better off? Поэтому давайте поговорим о том, как мы можем жить так, чтобы мы оставили эту планету в лучшем состоянии, чем мы ее нашли. And at the same time, how can we truly live? In other words, be happy as we're doing this. И при этом, как нам жить, вот чтобы мы жили полной жизнью, чтобы мы были счастливы, как отдельно взятые люди. So what I'm going to share here are 5 ideas. 5 lessons from 5 great philosophers. И сегодня я хочу с вами поделиться 5 идеями 5 замечательных философов. And these 5 philosophers all of them have a different background. Они все происходят из совершенно разных слоев общества. These 5 ideas all build on each other. Once you understand these 5 ideas, the way you function in the world, the way you live your life will be very, very, very different. Эти 5 идей, они все взаимосвязаны друг с другом, и после того, как вы их поймете, вы будете жить иначе. You see, ideas are really interesting. Words are really interesting. So I'm going to be introducing some new words to you guys. Так что, как вы видите, идеи — это очень интересно, и на самом деле это связано также с новыми интересными словами, с которыми я вас познакомлю. The human brain is such that when you give something a word, you perceive it differently. Дело в том, что наш мозг устроен так, что когда мы чему-то даем название, присваиваем слово, мы начинаем это по-другому воспринимать. So, for example, right, there was a study that shows that Russians are better at seeing the color blue than English speakers. Например, было проведено исследование, которое показало, что русские люди лучше воспринимают оттенки синего цвета, чем, скажем, англичане. And the reason is, in English, we have one word for blue. Just the word blue. Потому что в английском языке есть всего одно слово blue, которое означает все его оттенки. But in Russian there are 2 words for blue, which. Да, а в русском языке есть синий и голубой. So when scientists studied Russian speakers, they found that Russian speakers have better eyes for identifying different shades of blue. И поэтому, когда проводили это научное исследование, то исследователи заметили, что русские люди гораздо лучше различают и воспринимают различные оттенки. And such is the power of words, right? When we can make an idea or a word tangible, the way we view the world shifts. Поэтому вы видите, как сильны слова. То есть как только мы какому-то понятию присвоили слово, мы уже по-другому смотрим на мир и воспринимаем это. So the purpose of this presentation is to take these 5 ideas and make them tangible to you, so that when you leave this room, the way you function in the world would shift. Поэтому наша задача сегодня, чтобы вот эти 5 идей стали для вас ощутимыми, материальными, чтобы когда вы уйдете отсюда, вы жили бы иначе. So let's start with the first philosopher. Поэтому давайте сейчас начнем с первого из этих философов. So this first guy is a scientist, Это and his ученый, name is Tom Chi. и его зовут Том Чи. So Tom Chi was one of the founders of Google X, which is a special lab created by Google to create new technologies for the world. Он был одним из основателей Google X. Это та лаборатория, в которой Google разрабатывает свои самые передовые технологии. So Tom Chi worked with many amazing minds to
to create new innovations from Google's balloons to provide free internet to the world, to Google's self-driving cars. И он работал просто с самыми продвинутыми, самыми передовыми умами и людьми для того, чтобы разрабатывать инновации Google, в том числе и до их самодвижущихся автомобилей. So one day, Tom Chi came to Mindvalley to give a talk. И однажды он приехал в Mindvalley, чтобы выступить с речью. And after his talk, there was a Slovenian guy in the audience, one of my employees, who asked Tom this: what is a global problem worth solving for a company like ours? И тогда у нас в аудитории был один из наших сотрудников, который из Словении. Он задал ему вопрос: а какая же глобальная проблема может быть достаточно интересной для такой компании, как наша, чтобы мы ею занялись и ее решили? So Tom said this, right? He said something really interesting. He says the biggest problem in the world today is that technology is getting more and more advanced, but human consciousness is not growing as fast as our technology. И Том Чи дал ему очень интересный ответ. Он сказал: вы знаете, сегодня технологии растут очень стремительными темпами, а вот наше сознание развивается гораздо медленнее. He said, for example, if you go back 20 years ago and a bad man wanted to blow up a building, it would be quite complicated. Today, if a bad man wants to blow up a building, he can buy a drone for $1,000, stick some explosives to it, and fly it into a building and cause massive destruction. Например, если когда-то кто-то, допустим, какой-то негодяй хотел бы взорвать здание, это было раньше довольно сложно. Сейчас достаточно просто купить какой-то дрон, к нему прицепить взрывчатое вещество, отлично эта штука влетает в здание, взрыв и масса жертв. So the danger here is that technology gives individual humans incredible power. But if our consciousness doesn't extend, we could use the power for the wrong reasons. И проблема здесь вот в чем. Дело в том, что технологии дают нам огромнейшие возможности, которые мы пока не готовы в силу своего развития использовать. Мы можем использовать их во зло. And so Tom says, if we don't expand human consciousness, we could risk our entire civilization. Поэтому Том считает, что если мы не будем повышать и расширять наше сознание, это может быть риском для существования всей цивилизации. So the question is, what do we mean by raising human consciousness? Поэтому вопрос такой: что мы имеем в виду, когда мы говорим о повышении сознания? So the first idea is that we have to grow human consciousness to keep up with the growth in the power of our technology. Итак, первая идея заключалась в том, что нам необходимо развивать и повышать сознание, чтобы оно соответствовало, чтобы оно успевало за технологическим ростом. Okay, but the problem is that's too hard to understand. When you hear someone say grow human consciousness, what exactly does that mean? Однако проблема в том, что очень трудно понять, а что это вообще такое, что это означает для нас, если мы должны развивать наше сознание, как это? So I want to give you a model to understand that. Поэтому я хотел бы дать вам модель, которая позволит это понять. So the second guy is a famous blogger. Итак, наш второй герой сегодня – это известный блогер. And he writes a very popular blog called Wait But Why. Он ведет очень известный блог, который называется Wait But Why? Подожди, но почему? And the blog is on science and philosophy. И этот блог, он посвящен науке и философии. So this blogger, Tim Urban, wrote a very interesting article once. И вот однажды Тим Урбан, это, собственно говоря, человек, о котором идет речь, написал очень интересную статью. So he said this, right? Imagine there are 3 Earths, and each Earth is existing in a different time scale of our history. Он сказал: давайте себе представим, что у нас с вами 3 планеты Земля. Каждая существует в определенный период нашей истории. So the first Earth, planet 1, is Earth 10 million years ago. Первая Земля – это Земля, которая жила 10 миллионов лет назад. Before human beings existed. Еще до того, как появилось человечество. The second Earth, planet 2, is say about 10,000 years ago. Вторая – 10 тысяч лет назад. When we were just learning to come together in villages. Когда люди еще были кочевниками и только-только начинали создавать деревни. And the third planet is Earth today. А третья планета – это Земля, которая существует сегодня. Now Tim says, let's do a mental exercise. Let's imagine an alien spaceship
comes and visits all three of these earths, right? И тогда он сказал, а давайте себе представим, давайте поиграем в такую мысленную игру. Представим себе, что космический корабль по очереди посетил эти три планеты. If the alien spaceship went back to its home planet and say, look, I visited 3 planets and one had intelligent life. Если бы, например, эти пришельцы вернулись к себе в свою цивилизацию и сказали бы, ой, я вот был на 3 разных планетах, на одной из них была умная жизнь, разумная. He would be talking about planet 3, right? Because he would see the internet and telecommunication satellites and rocket ships going up. Наверное, он говорил бы о третьей планете, потому что он бы заметил, что там есть интернет, там есть связь и коммуникации работают, там взлетают ракеты. But Tim says, in actuality, this report would be inaccurate because planet 2 and planet 3 both have the same, very same intelligent life. Но этот ответ был бы абсолютно неправильным, потому что планета 1 и планета 2, они точно так же несли в себе разумную жизнь. In fact, the life would be so similar that you could take a baby from 10,000 years ago and put him in the world today, and he could still grow up to be a scientist or an engineer. And you could take a baby from today and put him back 10,000 years ago, and he would grow up, and maybe his biggest accomplishment would be making fire. И на самом деле эти планеты настолько схожи, что если бы поменять младенцев местами, например, если бы взять ребенка из планеты 10-тысячелетней давности и переместить его в современный мир, он вырос бы и прекрасно жил бы в этом обществе. А если взять современного ребенка и поместить его на планету 10 тысяч лет назад, может быть, например, он тоже хорошо бы вырос бы и, может быть, очень хорошо бы разводил огонь. See, the basic element of what makes us human has not changed. То есть вы видите, основной элемент, вот то, что делает нас людьми, не изменилось никак. What has changed, though, is how human beings have come together to unify. Что изменилось? Изменилось то, как мы сами относимся друг к другу, как мы создаем общее, как мы приходим к единству. And Tim says that that unified mass of human beings forms a new species, which he calls the human colossus. И он говорит, что сейчас, вот когда люди уже представляют собой единство, это отдельный биологический вид, он это называет человеческий колосс. And he draws this little diagram to explain what it is. You see, the human colossus implies that we are no longer individuals. What makes the world today what it is the fact that human beings have come together, and the more we come together with technologies from the internet to Skype to mobile phones, the more we become one singular super species. И он для нас специально создал диаграмму, чтобы нам было легче понять эту идею. Сейчас фактически мы уже не являемся отдельно взятыми личностями, мы стали ближе друг к другу. Да? Вот различные технологии, они все больше и больше нас сближают. У нас есть скайп, у нас есть интернет, и мы создаем отдельный вид, супервид. So what Tim is effectively saying is that we are all cells in a larger whole, in one giant species. We are 7.5 billion cells that have unified into one superspecies. Что фактически он утверждает? Что мы как отдельные клетки в одном большом организме. 7,5 миллиардов клеток, которые составляют один суперорганизм, супервид. But the question is, if we're all cells in this giant superspecies, what type of cell are you? Are you a healthy cell? Or like in that picture, could you be a cancer cell? Поэтому мы приходим к нашему следующему вопросу. Если все мы клетки одного организма, стоит задать себе вопрос, вы здоровая клетка или, может быть, вы, как на этой картинке, раковая клетка? And here's where it gets really interesting, right? Вот здесь становится интересно. Because cancer cells don't know that they are killing their host. Что тут интересно? На самом деле раковые клетки, они же не знают, что они убивают тот организм, в котором находятся. Go on doing their work, not realizing that they are killing the larger organism that they are part of. Они продолжают выполнять свою задачу и при этом не осознают, что они убивают организм, в котором находятся. Which made me ask the question, are there people here, maybe even in this room, your neighbors, your family members, who are cancer cells, who are in a way actually making the human colossus less healthy?
И поэтому я задался вопросом, есть ли люди, может быть, даже в этой комнате, может быть, среди родственников или среди близких, которые, как эти раковые клетки, которые вредят здоровью нашего общего человеческого колосса. So does your work, does what you give to the world represent contribution or represent cancer? То есть фактически та работа, тот вклад в жизнь человечества, который вы делаете, он больше похож на какой-то разумный полезный вклад или на рак? Now I know what some of you are thinking, right? You're thinking, okay, terrorists, criminals, those are the cancer cells. Я знаю, что многие из вас думают, что, наверное, преступники, террористы, вот кто представляют собой раковые клетки. I'd say it's actually a lot bigger. I would say probably close to half, maybe, of human beings in the world today, even though they are good people, their work is actually making them operate like cancer cells. Однако я бы сказал, что таких раковых клеток в нашем организме гораздо больше, может быть, даже до половины всех клеток, потому что огромное количество людей, хотя вообще-то по сути это хорошие люди, но то, что они делают в этом мире, заставляет их функционировать скорее как раковые клетки. Remember what I said earlier about how Russians can distinguish the color blue better than Americans because they have 2 words for blue and English speakers have 1 word? Может быть, вы помните, в самом начале этой презентации я сказал, что русские люди лучше отличают оттенки синего и голубого, потому что у них для этого есть 2 слова, поэтому они их видят лучше, чем американцы. We have to understand that the glorification of business, of entrepreneurship, it's bullshit. Мы должны понять, что вот такое вот прославление предпринимательской деятельности и бизнеса – все это чушь собачья. Because businesses and entrepreneurs can be for the health of the human colossus, or they can actually be making the human colossus sick, like many junk food and soda companies. Потому что деятельность разных компаний и бизнеса, она может работать как во благо человечества, так и во зло. Как, например, деятельность компаний, которые производят вредные напитки и еду, от которой плохо становится. But the people who work for these companies often don't realize the damage they are doing. Однако те люди, которые работают в этих компаниях, очень часто не осознают тот вред, который они наносят. For example, in America last year, the average lifespan went down. Например, в Америке в прошлом году средняя продолжительность жизни сократилась. Because junk food companies are getting people hooked on really unhealthy food. Почему? Потому что компании, которые производят нездоровую еду, они заставляют людей привыкать и любить свои продукты. And American drug companies are getting people hooked on drugs to such a degree that some 10 million Americans are going to die in the next decade from addiction. Кроме того, производители медицинских препаратов, они делают людей настолько зависимыми от своих препаратов, что в ближайшие 10 лет 10 миллионов американцев умрут в связи с этим. And of course, I'm using America as an example here, but this thing is happening all across the world as companies are often pushing products which are bad for our species and are making us sicker as a collective human race. Конечно же, про Америку я в данном случае говорю исключительно в качестве примера. То же самое происходит и в других странах мира. И большое количество компаний продвигают продукты, которые вредят нам как биологическому виду. Which is why we have to take a good, hard look at the work we do. And we have to understand that business and entrepreneurs, they can be what I call humanity plus or humanity minus. Именно поэтому мы должны столь пристально посмотреть на то, чем занимаемся в этой жизни мы сами. И мы должны понять, что бизнес и предприниматели, они могут относиться к категории человечества плюс или человечества минус. The difference is massive. Humanity plus companies are ensuring that the work that we do is making the world healthier and better for our children. Разница огромная. Компании, которые относятся к человечеству со знаком «плюс», фактически, они в результате их работы, мир становится лучше для наших детей. Humanity minus companies have fallen prey to the idea that it's all about the bottom line, even at the expense of our planet.
А те компании, которые относятся к человечеству со знаком минус, они все фактически стали жертвой идеи, что прежде всего важен уровень доходов, даже за счет вреда для нашей планеты. And so, the idea that I want you guys to ask yourself is this. И поэтому я хотела бы с вами поделиться вот такой вот идеей. Я хотела бы, чтобы вы спросили у себя вот что. Is my work actually making the world better off for the next generation? Та работа, которую я занимаюсь, сделает ли она мир лучше для последующих поколений? Or have I fallen prey to a delusion? Или я тоже стал жертвой обмана и самоиллюзии? And so, the tricky part, of course, is this. How do you know if your work is poisoning humanity or making humanity better? Однако вот здесь есть такой сложный момент в этом вопросе. Как нам понять, как на человечестве сказывается наша работа? Мы его отравляем или мы работаем во благо человечества? And now we come to the third philosopher. И теперь мы с вами переходим к третьему из философов. And this guy was a naturalist. This philosopher I know you've all heard of, unless you flunked out of school. Это ученый, это натуралист. Вы наверняка все о нем слышали. Еще в школе. His name was Charles Darwin. Это Чарльз Дарвин. And this scientist from Yale, I was talking to the scientist on Yale, and he said, "Do you know that Darwin hardly used the word survival of the fittest? Instead, the word he used most was diffusion of sympathy." И я однажды общался с одним из ученых в Йеле, который сказал: а ты знаешь, что в своих работах Дарвин очень мало говорит о выживании сильнейших, но гораздо больше говорит о распространении симпатии и сочувствия. See, Darwin didn't just describe where we came from as human beings. Видите ли, Дарвин не только описывал, откуда мы возникли как человеческий вид. In 1872, in a book he was writing, he described where we are going to be. В той книге, которую он написал в 1872 году, он в том числе написал, куда мы движемся. So the book was called Descent of Man, Selections of Relation to Sex. И книга называлась «Происхождение человека. Отбор применительно к полу». We are used to that phrase from Darwin. Мы все знаем, мы привыкли прежде всего к вот этой цитате из Дарвина. But in reality, this is a word that Darwin used way more often, except that until now, a lot of people didn't really understand what it means. Но правда в том, что вот это выражение, да, распространение симпатии и сочувствия Чарльз Дарвин употреблял гораздо больше. Единственное, что до настоящего момента люди плохо понимали, о чем вообще речь. So Darwin wrote this. His big insight was in the tiny little paragraph in the book. Вот что написал Дарвин. То есть фактически его открытие, его озарение, все сводится к этому абзацу в его книге. And in a nutshell, he's saying this, right? He's saying as we advance as a species, our sympathy, and he uses the word sympathy in 100-year-old language to mean words like compassion. He says as we advance as man, our compassion moves to all members of our village or our tribe. И о чем он писал? Он писал о симпатии, о сочувствии вот в том понимании. По мере того, как мы растем как вид, мы начинаем симпатизировать и сочувствовать, скажем, всем людям в нашей деревне или в нашем племени. But once our compassion expands to all members of our tribe, it continues growing, and then it reaches out to all members of what we now call a country. Однако потом, когда наше сочувствие, наша симпатия распространилась уже на всех, кто есть в нашем племени, оно продолжает расширяться и охватывает уже всю страну. And as we continue evolving as human beings, this compassion extends to all members of all countries. И по мере того, как мы продолжаем развиваться, мы как люди, как человечество, наша симпатия, наше сочувствие уже охватывает людей во всех странах. Sometimes, if we encounter people who look differently from us, there might be a slowdown, but eventually our compassion as we evolve will extend to them too. И он сказал, что иногда, когда мы встречаем людей, которые на нас очень не похожи, возможно, вот это развитие, этот рост симпатии в нас, он замедлится. Но в конечном итоге все равно эта симпатия и сочувствие будут распространяться. This change happens over hundreds of years. Такие перемены происходят в течение сотен лет. But human beings, as we evolve,
see our sympathy go from just our country to countries that speak the same language, to the entire world. Но мы сейчас видим, что отдельно взятые люди, да, что их уровень сочувствия, он распространяется сначала на свою страну, а потом на страны, которые говорят на этом языке, и на весь мир. And today you'll find that sympathy will stop when people look very different. Сегодня вы обнаружите, что очень часто это сочувствие, эта симпатия пропадает, когда люди выглядят совершенно по-разному. Those people, for example, are Syrian refugees. Например, вот это сирийские беженцы. Americans, who are very sympathetic people, shut down their doors to these refugees because they look different. Например, американцы, которые, в принципе, очень отзывчивые люди по своей природе, они просто захлопнули двери перед этими беженцами, потому что они выглядят по-другому. But according to Darwin, their difference in physical appearance is just a momentary hurdle. In a few generations, sympathies will go beyond, and these people would be just as welcome, say, in a country like the United States. Однако, согласно пониманию Дарвина, это временное явление, и в следующих поколениях уже симпатия и понимание, сочувствие к этим людям вернется. In short, what Darwin is saying is that we are evolving to become a one-world species. Итак, что, если совсем вкратце, что говорит Дарвин? Мы развиваемся так, чтобы мы все стали одним биологическим видом на Земле. You might notice that we have these stickers on the table, right? Does anybody know what this sticker is? А может быть, вы заметили, что у нас есть такие наклейки на столах? Все знают, что это такое. This Или is кто-нибудь actually знает? the flag of planet Earth. Это на самом деле, это флаг планеты Земля. You don't learn about this in school. Вы знаете, а в школах-то об этом не говорят. You learn about the Russian flag. I learned about the Malaysian flag. Americans learn about the US flag. Скорее всего, вам в школе показывали российский флаг, мне показывали малазийский флаг, или в американских школах показывают американский флаг. Because as a species, we are still primitive. Потому что как вид мы до сих пор достаточно примитивны. We are trained to believe that our people are the people who stand under the flag of a randomly selected border that often goes back a couple of hundred years. То есть мы считаем, что вот мы это люди, это народ, который стоит под флагом определенной страны, которая находится в каких-то конкретно произвольно взятых границах, и, возможно, эти границы были установлены сколько-то лет назад. But if Darwin is right, future generations, this is the flag they will wear on their backpack. Однако, если Дарвин прав, то в будущее поколение на своих рюкзаках будут носить именно этот флаг. And so we are coming closer and closer as a species. Итак, мы становимся все ближе и ближе друг к другу, мы как вид. But of course, the next step, Darwin said, is this. We will extend our sympathy to all life forms. И следующий шаг, согласно Дарвину, будет в том, что наша симпатия, сочувствие и понимание распространится на все формы жизни. And when that happens, maybe we can avert disasters happening in the world like this. И очень возможно, когда мы достигнем этого уровня развития, мы сможем предотвратить некоторые катастрофы в мире. Darwin goes on to say this, right? And when you read this line, it's almost as if it's the Dalai Lama talking. But then remember, this is Charles Darwin 150 years ago. Я сейчас покажу вам еще одну цитату Дарвина. На самом деле, вот если вы посмотрите на то, что он говорил, можно подумать, что это слова Далай-ламы. Давайте подумаем о том, что это было написано 150 лет назад. And remember, Darwin was a brilliant man. He didn't just tell us where we came from. He's predicting where we're going to go. And I believe we will get here in less than 100 years. И задумайтесь о том, что Чарльз Дарвин был удивительным человеком. Он описал не только, откуда мы произошли, он сказал, куда мы идем, к чему мы движемся. И я считаю, что мы там будем меньше, чем через 100 лет. And he also said this. As soon as a few people start understanding these paradigms, it gets passed to their children. А вот еще что он сказал, что как только эта парадигма станет понятной и привычной для нескольких людей, они это будут передавать своим детям. And then it becomes public opinion. И после этого это уже превратится в общественное мнение. So what I'm predicting is this. If you ask the average American right now who lives in, say, California, to draw the Californian flag, he won't be able to.
But if you ask him to draw the flag of the United States of America, he'll be able to draw that flag. Поэтому вот что я думаю, как это все будет. Если, например, попросить рядового американца, скажем, в Калифорнии, нарисовать флаг Калифорнии, скорее всего, он не справится с этой задачей. Но если спросить его про американский флаг, его может нарисовать кто угодно. I believe 100 years from now, if you ask the average Russian kid to draw the Russian flag, he won't know. But if you ask him to draw the flag of Earth, he will know this. Я думаю, что через 100 лет, если вы попросите среднего российского ребенка, чтобы он нарисовал флаг России, он не будет знать, как такой флаг выглядит, а зато он сможет нарисовать флаг Земли. And there's a beautiful thing about that idea. And that thing is, as we become one world, a lot of the things that waste so much of humankind's energy today, wars, politics, start disappearing. И что в этом? Мне кажется, что вот здесь вот есть один очень красивый, очень приятный аспект. Когда это начнет происходить, огромное количество того, что сейчас портит нашу жизнь, это войны, политика, все это начнет постепенно отступать на второй план. If that idea makes you feel uncomfortable, that's okay. И если, когда я это говорю, вы чувствуете некоторый дискомфорт, то все в порядке. If you go back to 1950 and you told a French person and a German person that both their countries would come together in the European Union and they could cross borders freely, they would think you were crazy. Если бы, например, в 1950 году вы бы сказали французу и немцу, что их страны настолько сблизятся, что они смогут просто так ездить через границу друг к другу, они бы решили, что вы спятили. So what I'm saying is, there is this path for evolution for human beings. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это путь эволюции для человечества. And this part is inevitable. И этот путь неизбежен. So let's go back to the question I asked, right? What do we mean by advancing consciousness? Давайте вернемся к тому вопросу, который я задал. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что нам необходимо развивать сознание? I define it this way. Advancing consciousness is taking the compassion that you have in your heart for your people. Давайте назовем это так. Давайте возьмем то сочувствие, то сострадание, которое у вас есть к людям, скажем, вашего народа. To larger and larger circles until that compassion covers the entire planet and all life on the planet. И будем расширять его все дальше и дальше и дальше, пока наша симпатия и сочувствие не распространится на всех людей на планете. And it means that you would care just as much for people starving in Venezuela as people starving in your own country. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, если кто-то голодает в Венесуэле, вы будете точно так же сопереживать и сочувствовать им, как тем, кто голодает в вашей собственной стране. So if we define human consciousness growth in this way, then what it means is that the growth of human consciousness is really a growth in our circle of compassion. Поэтому, если мы именно так определим рост нашего сознания, то фактически рост сознания означает рост симпатии и сочувствия. So now the question is, how do we get there? Поэтому следующий вопрос в том, как нам добиться этого. Okay, and this brings us to the fourth person, the fourth philosopher. И тогда мы с вами переходим к нашему четвертому философу. Now this guy I want to introduce you to is actually the most widely translated modern philosopher in the world today. На самом деле тот человек, о котором я хочу сейчас с вами поговорить, это философ, который на сегодня больше всего переводится на другие языки. His name is Ken Wilber. That's a picture of me with him. He lives in Denver. Это Кен Уилбер, вот на этой фотографии вы видите, это мы с ним, он живет в Денвере. And his ideas are very interesting because they are changing our view of spirituality. У него очень интересные идеи, которые меняют наше представление о духовности. Ken is one of the smartest men in the world. His IQ is 175. Он один из самых интеллектуальных людей на планете. У него коэффициент IQ 175. So Ken loves to understand how human beings develop. И Кен, он очень любит понимать, как развиваются люди. And he says our models of personal growth are actually really incomplete. И он говорит, наши модели личностного роста неполны. So, for example, we talk about states of consciousness, going from waking states to meditation states to lucid dreaming
to maybe states of unification where we feel oneness with God. And we say, okay, this is great, we are advancing in our consciousness. Мы, например, говорим про разные состояния сознания. Мы можем быть в состоянии бодрствования, в состоянии сна, в состоянии медитации, в состоянии осознанных сновидений. И мы говорим, что, о, замечательно, мы растем, мы развиваемся. And we think that this is progress. Мы считаем, что это прогресс. But Ken Wilber says that this is not true. Но Кен Уилбер утверждает, что на самом деле это неправда. In reality, there's another dimension to it called stages of consciousness. На самом деле здесь есть еще одна ось развития. Это фактически этапы развития Now, stages of сознания. consciousness have to do with your compassion. И эти этапы, они связаны с состраданием и с сочувствием. And here we go back to Darwin's model. И фактически здесь мы возвращаемся обратно к модели Дарвина. So Ken actually said that the entire global population today can fall roughly in these 4 different stages. Кен считает, что все население, которое сейчас живет на планете, можно разделить так по грубым прикидкам на эти 4 группы. So right at the bottom is the egocentric stage. Самый нижний этап, который находится в основании, это эгоцентрические люди. Egocentric is a stage of consciousness where you could be a corrupt politician. Это состояние сознания, при котором человек может быть, например, коррупционным политиком. Or a criminal. Или преступником. You're only in it for yourself. Фактически ты заботишься только о самом себе. Fortunately, a very tiny percentage of humanity fall there. Ну, по счастью, лишь очень немногие люди относятся к этой эгоцентрической группе. 70% of humanity falls in what he calls the ethnocentric stage, which is a little bit higher. 70% всего населения относится к следующей группе, к следующему уровню, который он называет Now, the этноцентрическим. ethnocentric stage is where you believe your compassion stops at people of your skin color, your religion, or your country. Этноцентрический уровень сознания – это когда человек считает, что его понимание, его сочувствие распространяется только на людей его расы, его цвета кожи. Most Russians, most Americans, most Europeans are ethnocentric. Большая часть людей в России, в Америке, в Европе – это этноцентричные люди. There's nothing wrong with this. Здесь нет ничего плохого. I grew up in an ethnocentric family. Я тоже вырос в этноцентричной семье. All of us did. Все мы. When some of my family members found out that I wanted to marry a woman who was white, they were afraid because they felt I should marry someone of my skin color, someone Indian. Но когда в моей семье узнали, что я хочу жениться на белой женщине, они на самом деле испугались, потому что они считали, что я должен жениться на женщине собственной расы. That's classic ethnocentrism. It's a fear or skepticism of people outside your religion, your culture, or your country. Фактически вот это вот самый типичный пример этноцентричности. Это недоверчивое отношение к тем, кто не относится к вашей нации, к вашей культуре или к вашей религии. When Donald Trump tells Americans that he wants to build a border wall against Mexico, that's tapping into people's ethnocentric roots. Когда Дональд Трамп заявляет, что необходимо построить стену на границе с Мексикой, фактически вот он обращается к своим этноцентричным основам. But there's a level above that. And about 30% of humanity has started to wake up to this level. And this level is called world-centrism. People who are drawn into this room, people who are drawn into Mindvalley, tend to be world-centric. Но есть и следующий уровень, к которому относится порядка 30% людей на планете. Это мироцентричные люди. И чаще всего именно эти люди обращаются к компании Mindvalley, и наверняка в этой комнате тоже достаточно много мироцентричных людей. Now you know you're world-centric when you can be of a particular religion, but you respect all other religions. Вы можете понять, что вы человек мироцентричный, если вы, например, относитесь к одной религии, но при этом вы относитесь уважительно ко всем остальным. When you wouldn't mind if your son or daughter married someone of a completely different skin color. И если вы не будете возражать, если, например, ваш сын или ваша дочь женится на ком-то совершенно с другим цветом кожи. When you attend conferences where these flags are given out. Когда вы принимаете участие в конференциях, где раздаются такие флаги. So world-centrism is actually the future progression of the human species. Фактически мироцентричность – это тот путь развития, по которому идет человечество. And there's a practical application here.
Здесь есть практический аспект, практическое применение. Whenever you select politicians who use ethnocentrism, you are actually voting for a lesser form of consciousness. Когда вы голосуете за политиков, которые относятся к этноцентрическому сознанию, фактически вы обращаетесь к более низкому сознанию. Now, so you want to be very conscious to your leaders and Поэтому, what they say. поэтому нужно очень четко осознавать, кто лидеры, да, кто ваши лидеры, что они говорят. Now, there's a level above world-centrism, and this, according to Ken Wilber, is about 1% of the world. И кроме того, над мироцентричностью есть еще один уровень сознания, к нему пока относится 1% всего населения. This is called cosmocentrism. Это космоцентричность. Cosmocentrism means if an alien landed on the planet today and he walked out of his spaceship and he was green and he had tentacles coming out of his mouth and he was absolutely hideous, you would still give him a hug because he's a sentient being. Это что значит? Это значит, что если, например, завтра здесь приземлится космический корабль, оттуда появится пришелец, зеленый, противный, у которого щупальца изо рта торчат, все равно найдется кто-нибудь, кто его обнимет, ну вот просто потому что. But cosmocentrism goes beyond that. To be cosmocentric means to care about future generations. Однако космоцентричность, она не только в этом, не только в готовности обнять пришельца, она еще и в заботе о следующих поколениях. Cosmocentrism means you are actually worried about the earth that you're leaving your children. Фактически космоцентричность означает, что вас заботит, какую планету вы оставите своим детям. And you think in the long term for the sake of humanity. И фактически вы смотрите на гораздо более долгосрочную перспективу, и вас заботит судьба человечества. Unfortunately, this is a tiny slice of humanity, only 1% of the global population. К сожалению, к этому уровню относится всего лишь очень немногочисленное количество людей на планете. Now, the fun happens when you put both of these lines together to form a chart. Но самое интересное происходит, когда мы объединяем эти две оси и строим один график. And what happens is you have a development map for human consciousness. Фактически у нас получается карта, схема развития человеческого сознания. And when you understand this, you can tell when a politician is conscious or less conscious, when a boss or business leader is conscious or less conscious. It lets you make the right decisions. И тогда вот если у вас в уме есть вот такая схема развития сознания, вы можете посмотреть, скажем, на политика или на начальника и понять, на каком уровне сознания он находится. And it lets you decide how you can best grow as a human being. И кроме этого, так вы можете сами лучше для себя определить, как вы хотите развиваться как человек. So let's use this graph to understand a really interesting phenomenon called the asshole guru. Давайте мы используем следующий слайд для того, чтобы обсудить такой интересный феномен, который называется псевдогуру. К сожалению, не так красиво, как на английском. So we're going to use this map to analyze a very common occurrence called the asshole guru. Поэтому давайте мы обратимся к этой схеме для того, чтобы проанализировать достаточно типичную ситуацию вот с такими дрянь-гуру. So I was invited once to meet a really special man from India who had the power to bless plants and make the plants grow. Однажды меня пригласили на встречу с совершенно особенным человеком из Индии, у которого он обладал даром. Он мог благословлять растения, и растения очень хорошо росли. Scientists were studying him because he could walk into a farm, he could bless one side of the farm and ignore the other side, and then 30 days later the plants would grow better here than on the other side. Его изучали различные ученые, потому что он мог куда-то прийти, например, благословить растения, и потом растения, которые он благословил, росли гораздо лучше, чем другие растения рядом. People were treating him like he was a form of God. К нему относились как к такому богоподобному существу. So he came to Mindvalley, and we were going to do a deal with him to build his web presence. Он появился у нас в Mindvalley, и мы собирались с ним сотрудничать. Мы хотели заниматься его веб-присутствием. So I met him in a hotel in California. Я с ним встретился, мы с ним встретились в одной гостинице в Калифорнии. And we were having a meeting, and all of a sudden one of my staff members walks in.
То есть мы с ним как раз обсуждали наши дела, и в этот момент вошел кто-то из моих сотрудников. And he screams in his loud Indian accent, "Who the fuck are you? Get out! Get out!" И он тогда вот со своим индийским акцентом орет ему: да ты тут какого черта, ну-ка давай убирайся. And he starts cursing and yelling at the staff member because the staff member, who by the way was my business partner, walked in. То есть фактически он стал орать и ругаться на моего сотрудника, на моего представителя. На самом деле это даже был мой бизнес-партнер. And even when that guy apologized gently, he kept yelling and cursing at that guy. И даже после того, как наш представитель в мягкой форме извинился, он все равно продолжал на него орать. And this left me really shaken. И я был потрясен. So the very next day, we canceled the deal with him. И на следующий же день мы отменили с ним все контакты. We lost $50,000. Мы остались без контракта на $50,000. And I didn't understand it then, but now because of Ken Wilber's diagrams, I understand what was going on. I understand how someone with such powerful spiritual powers could still be such a powerful asshole. Я тогда этого сам не понимал, но теперь, когда у меня есть эта схема, я понимаю, как человек, который обладает таким уникальным даром, да, когда речь идет о растениях, может, тем не менее, быть вот таким вот дрянь-гуру. See? So let's go back here, okay? Давайте вернемся к этой схеме. So what was going on with this guy is that he had reached high levels of states of consciousness. He could basically connect with God, bless seeds, make plants grow, high spiritual states. А что на самом деле было с этим человеком? Он достиг хороших состояний сознания, то есть он мог подключаться и соединяться с растениями, он мог их благословлять, и семена прорастали. But despite that, he was at the egocentric level. Но, несмотря на это, вот по вертикальной оси он еще находился на эгоцентричном уровне. He wasn't fully developed. Он еще полностью не был развитым. And so a lot of people think that being able to do these incredible spiritual things make you advance. It does not. You got to also grow in terms of your level of compassion for the rest of the world. Многие считают, что вот если ты можешь делать своими руками такие удивительные вещи, то это значит, что ты очень духовный и продвинутый человек. На самом деле нет. Очень многое зависит от вашего уровня сочувствия. And this explains why so many people who are spiritual teachers end up actually being dangerous people. Именно поэтому вот это объясняет тот факт, почему такое количество людей, которые на самом деле очень духовные, и при этом они могут быть очень опасными. In America, for example, another big controversy was the founder of Bikram Yoga. He built a $1 billion yoga empire, and now the police are after him for sexual harassment. He was sexually harassing women. Например, еще один пример в Соединенных Штатах – это основатель центров Бикрам-йоги. Да? Он построил огромную империю этих центров, а сейчас он находится, то есть сейчас его преследует полиция за сексуальное домогательство. So let's look at a common spiritual experience, right? The classic experience where you feel oneness with all life, oneness with God. Who here has had that experience? Поэтому давайте сейчас поговорим о духовном опыте. О опыте, когда вы чувствуете себя единым с Богом. Скажите, пожалуйста, кому знакомо это ощущение? Okay, so depending on what your stage of awareness is, you will interpret that differently. В зависимости от того, на каком уровне осознанности вы находитесь, вы будете интерпретировать это по-разному. For example, in Hawaii, there's a man who is egocentric. Например, на Гавайях есть эгоцентричный человек. He experienced a samadhi experience, a oneness with God, and he decided, oh my God, I must be Jesus. Например, он попадает в состояние самадхи и думает: о, здорово, наверное, это я как Иисус, я Бог. Because he's egocentric, he felt that he was special. It didn't occur to him that other people could also have this experience. So he actually changed his name to Jesus and started a cult. И поскольку это был очень эксцентричный человек, он совершенно не понял, что и у других людей может быть вполне такой же опыт, поэтому он сменил имя, он стал именовать себя Иисусом и создал собственный культ. So that's an example of how an egocentric worldview would interpret a feeling of unity with all life.
Фактически, это пример того, как при эгоцентричном уровне сознания мы можем интерпретировать чувство, ощущение единства со всей жизнью. Now, religious leaders, the priest or the imams in Islam, would interpret it at an ethnocentric level. Религиозные иерархи и, например, имамы, они, скорее всего, интерпретировали бы похожий опыт на этноцентричном уровне. So if a Muslim experienced that, he will go, wow, Islam is correct. I wish the Christians would figure that shit out. То есть, скорее всего, если бы кто-то из мусульман пережил такой опыт, он бы сказал бы себе: о, правильно, вот значит это подтверждает, что ислам правильная религия. Ой, хорошо бы вот христиане бы до этого дотумкали. And an Orthodox priest would have the same response. Скорее всего, православный священник подумал бы тоже так же. He would think this just validates everything in this 2000-year-old book. Он бы сказал, что вот это еще одно подтверждение, что вот все вот в этой книге, которой 2000 лет, все это правда. But that's the ethnocentric concept. Now, if you're world-centric and you have that, но это этноцентричная концепция. Однако, если вы мироцентричны, if you're world-centric and you experience unity, often you will not add a religious idea to it. You will use words such as universe, or life, or nature. Если вы мироцентричны, и с вами произойдет, у вас возникнет такое ощущение, скорее всего, оно не приобретет никакой религиозной окраски. Скорее всего, вы будете оперировать такими понятиями, как жизнь, вселенная, природа. And so you can see that people have to grow in both ways. You have to grow your spiritual practice, but you also have to grow your compassion practice, so that your heart and the compassion that it emanates covers all the world and also thinks about future generations. Поэтому, видите ли, очень важно, чтобы мы развивались не только вот по этапам сознания, но чтобы росло то сочувствие, да, то понимание, которое у нас есть в сердце, и чтобы оно росло так, чтобы оно думало и о следующих поколениях. There's actually a scientific model for this called the Wilbur-Combs lattice. На самом деле для этого даже существует научная модель, которая называется схема Уилбер-Комса. And it really defines how we perceive the world. Фактически она позволяет очень четко понять, как мы воспринимаем мир. So great personal growth also has to address the issue of growing how we relate to each other as human beings. Поэтому, когда мы говорим о существенном, о значительном духовном росте, это также связано с тем, как мы относимся и взаимодействуем с другими людьми. Growing spiritually, Ken Wilber calls it waking up. Если мы растем духовно, Кен Уилбер называет это пробуждением. And growing your level of compassion to all of humanity. That's the tricky one. Ken Wilber calls it growing up. И расширением нашего сочувствия на все человечество. Это он называет ростом или взрослением. They happen in different ways. Waking up, you could experience instantly from a meditation experience, even a pill. Происходит это по-разному. Пробуждение, это может произойти, это единичный разовый опыт. Это может быть во время медитации, а может быть и в результате таблетки. Growing up, it may take you an entire lifetime. На взросление может уйти вся жизнь. The question now is, how do we create in our world more opportunities for people to grow up? И теперь мы подходим к следующему вопросу: как мы можем создать больше возможностей в этом мире для роста? And now we come to the fifth philosopher. Теперь мы переходим к пятому философу нашей презентации. Now, this man is a mystic, and maybe some of you might recognize him. Does anybody recognize this man? Это мистик. Может быть, кто-то из вас его узнает. He wrote a very famous series of books called Conversations with God. Он написал серию очень известных книг, которые называются «Разговоры с Богом». His book sold about 15 million copies. He became one of the greatest writers of the last 20 years. И было продано больше 15 миллионов копий его книг. Он один из самых покупаемых и самых известных писателей за последние 20 лет. And best of all, he's producing a program for Mindvalley. И что еще лучше, он составляет программу для Mindvalley, which I'm sure will come to you guys in the Russian language in about 8 or 10 months. Которая появится и которая у вас будет на русском языке примерно через 8-10 месяцев. So, and this fifth idea is a concept called unity. Пятая идея – это концепция, которая называется единство.
And you heard Christina maybe talk about how unity is the #1 value in Mindvalley. Did you speak about that? Может быть, вы слышали, Кристина наверняка говорила, что единство – это основополагающий принцип в компании Mindvalley. I want to maybe explain why. Давайте я объясню, почему. If you were to actually walk into the office of Mindvalley, you will notice something really interesting. Если бы вы вошли в офис Mindvalley, вы бы заметили кое-что интересное. There are 45 different passport holders in our office in Kuala Lumpur today. 45, that means out of about 100 employees, they have 45 different passports. В нашем офисе работают люди из 45 стран с разными паспортами. Из 100 человек 45 относятся к разным странам. And part of that is because in everything we do, we refuse to think of the idea of country. So even in recruiting, we hire people from all around the world. Отчасти это потому, что мы не мыслим страновыми рамками, когда мы подбираем себе сотрудника. And part of that is that value of unity being lived. И кроме того, вот таким образом мы можем показать, что такое единство на практике. There's a reason why this is so important to me. Neil Donald Walsh, in his book Conversations with God, wrote this. И для этого есть обоснованная причина. Нил Долан Уолш написал разговор или беседы с Богом. To understand the statement, you got to understand where Neil wrote his books. Conversations with God is a channeled work. Но на самом деле я хотела бы пояснить, откуда это взялось. Вот эти вот книги, они были написаны при помощи ченнелинга. Neil was once homeless in the US. Когда-то он бомжевал в США. And he had just had his second or third marriage end. He was homeless. He was living in a tent in a park, collecting cans from the garbage, so he had a few coins to buy food. И тогда так получилось, что у него распался второй или третий брак, и он жил буквально в палатке в каком-то саду, и он собирал банки для того, чтобы заработать на несколько медиков. And he was very angry. And he had this habit where when he was angry, he would write an angry letter to whoever he was angry with, and then crush it up and toss it away. И он тогда очень часто сердился и гневался. У него тогда была такая привычка. Когда он на кого-то был сердит, он писал этому человеку сердитое письмо. После этого он его сминал и выбрасывал. Now one day he got a job as a DJ because he had a good voice, and he finally was able to get a room for himself. А потом он все-таки нашел работу в качестве диджея, потому что у него был очень приятный голос. И тогда он смог снять себе комнату. But his life was still miserable. His wife had left him. He was far from his children, and he was so upset, he wrote an angry letter to God. И тем не менее, он все еще был очень несчастен, потому что жена его бросила, он не мог видеться с детьми, и он написал еще одно сердитое письмо, адресованное Богу. But something funny happened. As he asked God that angry question, he felt his hand move, and he heard a voice. And he wrote, and he heard God's, or whatever that idea of God is, speak to him. And he started writing down the responses as well. Но что произошло? Когда он задал Богу свой гневный вопрос, он вдруг заметил, что рука, в которой он держит ручку, у него задрожала. Он услышал голос Бога, да, или того, куда он подключился, и он стал записывать ответы. And he did this for his own benefit. Now he felt he was just making it up. Он это делал, фактически для себя. Он чувствовал, что, на самом деле, это он сам все придумывает. Until he started asking harder questions, such as, do the 10 commandments really exist? And God said, no, it's rubbish. Пока он не дошел до более сложных вопросов. Например, он спросил, а 10 заповедей, действительно ли они существуют? И получил ответ, да нет, это все чепуха. And if you read the book, I personally thought it was the singular best book I've ever read in my life. Если вы почитаете его книгу, я вот, например, решил, что это что это лучшая книга, которую я прочел в своей жизни. And apparently God thought so too, because God told him, send the stuff that you're writing down, it's someday going to be a book. Send it to a publisher. И я думаю, что, наверное, Бог тоже придерживался такого мнения, потому что он ему сказал, вот то, что ты сейчас записываешь, это когда-нибудь станет книгой. Пожалуйста, отошли издателю. So Neil took all of these pages of writing, he sent it to a publisher, and every publisher rejected him. Тогда он собрал все, что он записал, отправил издателям, и все издатели, к которым он обратился, ему отказали. But he knew it was going to be a book because God said so.
So he called one of the publishers and he kept calling every day, did you read it? Did you read it? Did you read it? And the publisher would keep slamming down the phone or ignoring his calls. Но он же знал, что все равно эта книга выйдет, ему же Бог так сказал, поэтому он продолжал названивать издателю каждый день и спрашивать, а ты прочел книжку? Ты прочел книжку? А тот только бросал трубку. And finally, he got the publisher on the phone and he said, look, just pick any 10 pages. You can pick the pages at random, pick any 10 pages and just read it. And tell me what you think. Однажды он сказал издателю, ну давай вот ты просто выбери 10 любых страниц и прочитай, и скажи мне, что ты думаешь. And the publisher read 10 pages and found it so amazing, he signed Neil as his next author. А издатель прочел 10 страниц, и он подумал, что это нечто настолько потрясающее, что он заключил с ним договор и привлек его как автора. And the book got published, and despite its controversial nature, I mean, the book actually says the 10 commandments do not exist. The book actually says homosexual marriage is normal, like religion tells you it's wrong. And it's controversial, but the book took off in churches, and it became a New York Times bestseller, and it stayed on the list for 250 weeks. И эта книга стала пользоваться огромной популярностью, несмотря на то, что она очень противоречивая, несмотря на то, что там говорится, что 10 заповедей – это чепуха, что браки между особами одного пола, в этом нет ничего страшного. Ее даже в церквях приняли, и она была в списке бестселлеров New York Times в течение 250 недель. So Neil wrote 4 books that were direct works to God. And this sentence is from one of the books. И таким образом Нил написал 4 книги. Эту фразу я взял из одной из них. This was part of a question he asked God on what do future civilizations look like? What do advance? He says, if there are aliens living in a planet somewhere, and they are years ahead of us, what are the guiding principles of this advanced civilization? And God said the guiding principle is unity. Он тогда задал Богу вопрос. Вот если где-то, например, есть продвинутые цивилизации, например, пришельцы, которые далеко-далеко ушли вперед и обогнали нас, вот что в них такого, какой у них основополагающий принцип? И Бог ему сказал, основополагающий принцип – это единство. Now, whether you believe he actually channeled God or he was just a crazy man with a highly creative imagination, it doesn't matter. I'm just quoting what the book says. На самом деле здесь не важно, был ли это действительно ченнелинг и подключался ли он к Создателю, или это просто человек с богатым, с развитым воображением. Я просто цитирую фразу из его книги. And the fact is, what the book says is really fascinating, which is why so many people have read it and love it, including myself. Но вот именно поэтому эта книга такая интересная, такая увлекательная, поэтому огромное количество людей ее прочло, и многим она нравится, включая меня. Now God said this, social evolution is demonstrated by movement towards unity, not separation, because unity is truth, separatism is the illusion. Бог сказал ему, социальная эволюция прежде всего в единстве, а не в разобщенности, потому что единство – это правда, а разобщенность – это иллюзия. Now you can see maybe how this connects to what Ken Wilber said, what Charles Darwin said. See, they're all saying the same thing. Возможно, вы заметите, насколько это перекликается с тем, что сказал Кен Уилбер и Чарльз Дарвин. Вы видите, как это все взаимосвязано. Единственное решение – это истина в последней инстанции. Во Вселенной ничто не существует отдельно от всего остального. Все от природы взаимосвязано, безоговорочно взаимозависимо, переплетено в ткани жизни. Все управление, вся политика должны основываться на этой правде. На нее должны опираться все законы. Это будущая надежда вашей расы, единственная надежда для вашей планеты. And this is why the fifth idea is the idea of the unity value. Итак, наша пятая идея – это идея ценности единства. Which I think should be the dominant value of everyone. Я считаю, что для каждого это должна быть самая основная, самая основополагающая ценность. Look, your business doesn't have to be a business that's creating a product that is going to change the future of humanity, right? Your business could be a restaurant. Your business could be a dry cleaner.
But your business can still be humanity plus if you stand for certain things which you think make a better world. И кроме того, мы хотели бы сказать, что бизнес может быть любым. Совершенно не обязательно, что, чтобы ваша компания разрабатывала какой-то продукт, который изменит будущее. Возможно, у вас ресторан или, возможно, у вас химчистка. Тем не менее, любой бизнес может относиться к категории человечества с плюсом, да, и менять мир к лучшему. When we are voting, we can distinguish who the better politicians are by asking ourselves, are they using fear of other people to motivate us, or are they using unity to motivate us? И поэтому, когда мы кого-то выбираем, да, каких-то политиков, мы можем задаться вопросом, собственно говоря, к чему они апеллируют в качестве мотивации? Например, они апеллируют к страху перед другими людьми или к единству? Roughly around, Neil Donald Walsh says that if we can get 5% of the world, around 5% of the world to that state of cosmocentrism. Нил Дональд Уолш сказал, что если мы сможем добиться того, что 5% всего населения на Земле достигнут уровня космоцентризма, he says the ripple effect would be very fast. Immediately he says it'll take us maybe a couple of generations to get to 5%. Very rapidly it'll go up to 10%. то тогда мы дальше число этих людей будет развиваться и расти очень быстро. Может быть, нужно порядка 2 поколений для того, чтобы достичь 5%, но после этого до 10% мы уже вырастем быстрее. And you don't have to change the other 90%. 10% is enough to trigger a boiling point where the entire world could transform. И кроме того, нет необходимости, чтобы эти перемены охватили оставшиеся 90%. Этих 10% достаточно для того, чтобы мир дошел до нужной точки и трансформировался. And that transformation would basically boil down to one word, unity. То есть фактически вот эта последняя идея, она сводится к одному слову – единство. And so that would mean collective growth. А это означает коллективный рост. It would mean making sure human beings are agents of change. Фактически мы хотим убедиться, что люди – это агенты перемен. It would be about living and caring about others. Фактически здесь речь идет о том, чтобы жить и заботиться друг о друге. It's about being more transparent and human. Мы говорим о том, чтобы быть более прозрачными и более человечными. Creating more cooperation. Мы говорим о том, что необходимо больше сотрудничества. And ultimately, it's this. It's ensuring that you are a good ancestor and creating a better world for the next generation. И в конечном итоге именно так мы сможем убедиться, что мы хорошие предки для наших потомков, что мы оставляем хорошую землю следующим поколениям. And that is what Mindvalley stands for. That's what we hope our students understand and live as their guiding principle in life. Это то, за что мы выступаем, за что выступает компания Mindvalley. И мы надеемся, что это будут и основополагающие принципы для тех, кто у нас учится. And when Neil Donald Walsh came to Mindvalley U in Barcelona this past summer and was doing a class for our community, someone asked him a very interesting question. They said, Нил Дональд Уолш приезжал к нам, когда у нас было мероприятие в Барселоне, он вел класс для наших студентов, для наших слушателей. Ему задали интересный вопрос. They asked, what is the quickest way to get rid of depression, fears, anxiety, and all of these negative feelings that we have? Его спросили, а какой самый быстрый способ, который позволит освободиться от страха, от депрессии, от всех негативных и отрицательных чувств, которые нас переполняют? And he said, it's just one thing. Он сказал, нужно всего лишь одно. He says, you have to understand that your life is not about you. Вы должны понять, что ваша жизнь, здесь речь не только о вас. Rather, your life is about the lives of everyone whose life you touch. Фактически ваша жизнь, она затрагивает жизни всех, с кем вы соприкасаетесь. And the sooner you get that, the better your life will be. И чем раньше вы это поймете, тем лучше будет ваша жизнь. And so I want to leave you with that thought. Your life is not about you. Your life is about the lives of everyone you touch. И на самом деле, вот я хотел бы донести эту фразу, да, как, может быть, это послание для вас. Ваша жизнь, это не только ваша жизнь, она связана с жизнями всех, с кем вы соприкасаетесь. And so, let's do a quick recap. Поэтому давайте, может быть, вкратце еще раз повторим то, о чем мы говорили.
Первый вопрос. Что вы делаете, чтобы развивать осознанность? Второй. Ваша работа, она относится к категории человечность со знаком плюс или человечность со знаком минус? Третий вопрос. Что вы делаете, чтобы расширить круг своих людей, то есть тех, кого вы называете «мы»? Как вы можете вырасти до уровня интегрального мышления? Over the next week or month, I would love for you guys to think about these 5 questions. And honestly, ask yourself, how would you answer them? Я хочу, чтобы вот в ближайшие недели, может быть, в ближайший месяц, вы потратили некоторое время и позадавали себе эти вопросы. Подумайте, а что бы вы на них ответили? And I think when you really think about this, now you've gotten to the next level of your personal growth, because you're learning that your personal growth is not just about you. It's about your contribution to a collective world and all of humanity, and your children's children's children. И я думаю, что после того, как вы зададитесь этими вопросами, после того, как вы на них ответите, вы сможете достичь нового уровня в вашем росте, в вашем развитии, потому что вы уже поймете, что ваша жизнь – это не только ваша жизнь, и вы зададитесь вопросом, да, как вы растете, как вы развиваетесь для того, чтобы оставить лучший мир для детей, ваших детей и для их детей. So, thank you for listening. That's it. Спасибо вам за внимание.